Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Ребята, пришло время заниматься дачным участком дачи и постройкой бани. Сруб уже всю зиму отстоял здесь, подсох. Сруб размером 6 на 6. И теперь для него я собираюсь выкапывать фундамент. Фундамент у меня будет ленточный, с арматурами, с опалубкой. И примерно здесь я его собираюсь копать. Но для начала надо разметить. Хочу, скажем так, от дороги 5 метров сделать, отмерить. А от бокового забора, вот колышек есть, и там еще дальше, отступить 3 метра. Поэтому сейчас незамедлительно буду приступать к разметке фундамента. Предварительно еще для точности, для уверенности замерю размеры нижнего венца бани. Он как бы 6 на 6, но тем не менее проверю. И после этого буду размещать. Размещать буду электродами, шпагатом, ну и молоточком забивать. Ну и рулетка, конечно. Рулетка, чтобы все ровненько, четко отмерить. Итак, давайте сейчас прям приступим. Будем на этом месте отмечать. Разметку под фундамент сделали, выдержали диагонали, выдержали стороны. Стороны сделал я 6,20 по внешней стороне, а сама ширина, скажем так, траншеи под фундамент будет 40 сантиметров. Вот это расстояние. Этого должно хватить, потому что будет еще опалубка, какие-то непредвиденные размеры. Поэтому вот так я все это и оставил. Вот, посмотрите. Ну а диаметр максимального бревна я замерил 30 сантиметров. На сегодня как бы все. То есть я запланировал пока разметку. Пока погода стоит хорошая, хотел именно заняться фундаментом. А между делом, скажу так, когда я делал планировку, я вот эти 3 сосенки перенес их сюда. Не знаю, прижились они или нет, но в любом случае я взял с собой воду и их сейчас полью. Может, это им поможет. Не знаю, но в любом случае полить надо. Дай бог, что прижились, и будет красиво. А сейчас поеду на участок копать фундамент. Взял подборочку, штыковую, шуруповерт на всякие случаи, удлинитель, 2 канистры, чтобы полить сосны, которые там у меня, не знаю, прижились или нет. Но буду каждый раз поливать. И взял музыку, музыкальный центр, потому что одному там будет скучно. Буду слушать музыку и копать фундамент. Прибыл на участок, разложился. Музыка уже играет вовсю. Вот примерно так получается. Удлинитель подключен. Радио играет, бодрит меня. Счетчик работает, как и в прошлый раз. В общем, разметка на месте. Начинаю копать, но при этом скажу так. У Михаила тоже там делают сейчас парную. Дедушка. И он мне много чего рассказал по поводу того, как правильно,
не то что построить, какие-то моменты, да, при строительстве бани. И я это все буду применять в своих, скажем так, строительных моментах своей бани. Ну, самое интересное, конечно, обидное, что он сказал, это то, что бревна надо еще больше диаметром. У меня где-то 30-ка, он говорит, надо 35 и больше, но извините, какой есть. Ну, а вверху, и при том, что должно по всей, скажем так, высоте делать. Но что есть, то есть, поэтому как есть, из этого и буду строить. Ну, а сейчас беру лопату, она вон уже наготове стоит, и пойду копать. Наступило обеденное время, немножко я покопал, запыхался, чуть-чуть устал. Устал, самое интересное, знаете, от чего? От того, что вот здесь, в этом месте, попадается ПГС, песчано-гравийная смесь. Вот они, эти камни с песком, мелкие, крупные. Вот очень тяжело копать, без ломика тут никак не обходится. Вот сколько уже накидал. Кидаю я излишки земли с ПГСом внутрь, потому что придется поднимать. Буду заливать бетон. Ну и понадобился обязательно мне ломик. Ну а сейчас будем собираться на обед. Но перед этим я хочу вам показать, как у Миши сделан ремонт, как у него построили, как ему обшивают сейчас парилку. При этом я вам говорю, что вы смотрите, ребят, канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван, все по-прежнему. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Юрганов Лайф. И пишите ваши комментарии. А сейчас пошли к Мише смотреть, как у него все сделано. Кстати, ему уже здесь сделали планировочку, убрали все, лишнюю траву, мусор. А в субботу сделали, скажем так, тут дорогу. То, что я делал, немного исправили. Тракторист снял свой с земли. Вот можете увидеть. И в субботу будем возить сюда щебень, отсыпать дорогу. Сколько это будет КАМАЗов, неизвестно. Но в любом случае здесь карьер недалеко, и все это будем делать. Ну, а теперь погнали. Погнали к Мише в дом. Я уже был, мне очень понравилось. Все красиво, замечательно. Все ново, свежо, все ремонтно. И погнали. Ребята работают, инструменты и пьют чай. Все готово, чтобы здесь было уютно приезжать на выходные,
а может даже иногда и жить несколько дней. Итак, заходим в его. Это помывочная, кажется. А вот это парилка. Парилка, плитка на полу. Обшита уже вагоночкой. Смотрите, как все красиво сделано. Все свежо, новенько. Золотинка обязательно, чтобы отражать тепло. Я у себя также буду делать. Запоминайте, если вы будете делать у себя тоже, как это все сделано. Красиво. Вентиляция. Окошечко, чтобы можно было проветривать. Как все красиво, свежо и удобно. Так. И это каминная, скажем так, зона. Каминная печка. Атмосфера, как она выглядит, я не знаю. Потом у Миши спросим. А, здесь должны камни быть, точно. В этой решетке будут камни. Там она топится, это чугунная. Верно, абсолютно верно. Это пары дым уходит туда. А это плиточка. Вот такая замечательная плиточка. Все покрашено. Сразу посмотрите. Все покрасили. Я не трогаю, у меня руки после копки грязные. Пошкурили и покрасили. Очень красиво получилось. Усаживается, высыхает. Чуть-чуть повело. Бревнышки. Такое бывает, случается. Ну, в общем, мне нравится. Красиво. Цвет светленький, приятный. Специально, чтобы он садился и не сломал стекло. Дверь в парилку стеклянная. Все работают, все довольны. Это дядя Юра. Он самый главный у нас по парилочке по дереву. Знает свое дело на все 5. Отметка 5. Лесенка наверх. Тоже пока, как я понимаю, не законченная. Но все еще впереди. Металлическая, покрашенная. Еще будут поручни. А это вот камин. Я вам хочу показать и камин. И в то же время это... Сюда будем подкидывать дрова. Чтобы было в парилке жарко и тепло. А вот это кухня здесь будет. Потолок подшит, покрашен. Нравится, очень нравится. Ну, на данный момент это, скажем так, склад инструментов работников, которые делают. А вот окошко выходит на мой дачный участок. И видите, сруб. Зайдем на второй этаж, поднимемся и посмотрим, что там у Миши готово. Такая, скажем, почти винтовая лестница. Держится крепко. О, это санузел. Это у нас инсталляция. Еще чуть-чуть не доделано, но тем не менее. Полы уже на месте. В прошлый раз, когда я заходил, этого не было. Стены обшиты. Это, я как понимаю, разводка под электричество. Розетка, выключатель. Нет, это выключатель, это будет розетка, скорее всего. Но в общем, свежо, приятно, ново и красиво. Это второй у нас этаж. Здесь уже вот я вам показывал планировку, трактор сделал. Он еще будет доделывать в субботу. Отдельный ролик снимем, как дорогу снимаем. Ну, а пока пойдем дальше. Так, это у нас второй этаж. И идем здесь еще две или одна комната. Одна комната. Нет, две комнаты. Форточки открыты, продуваются. Тишина, спокойствие, но это только ремонтные работы. Это ничего страшного. Батарея отопления.
все готовлено, чтобы подключить. Убрали, как я понимаю, временно, потому что у Миши уже теплые полы работают вовсю, всю зиму работали. Так, это короб, который отводит тепло, ой, не тепло, дым, господи, дымоход. Закрывает дымоход из парилки. Следующая комната. Следующая комната. Тоже, похоже, спальня. Может, детская. Не скажу, что она большая, но и в то же время я не скажу, что она крошечная. Все со вкусом. Все дорого-богато. Ну, как дорого-богато. Именно со вкусом и по приемлемым, скажем так, и ценам, и затратам. Нет, очень мило, очень домашний. Стоит, оно того стоит, чтобы, скажем так, иметь такой домик. Вот соседи. Открываем. Пока тут строительные леса, а в целом это природа, тенек и рядом лес. Септик. А вот здесь вода. Вот как-то примерно так получается у Миши. Очень даже здорово. Вот там кто-то сверху утепляет. Утепляет потолки. Это, наверное, 2 слоя минеральной ваты, а может даже все 3. Ну, так и должно быть. Все, спускаемся вниз и идем уже на обед. Бей. Все. Только что вкусно отобедал, приехал опять на дачу и продолжаем копать. Погнали! Итак, на первый день хватит копать. Всего я планирую 2 дня копать. То есть сегодня половину сделал и завтра тоже. Итак, что имеем? Имеем вот такой фундамент. Начал копать. Это я где-то в районе обеда начал. Получилось, в принципе, неплохо. Землю кидаю в середину. Почему? Потому что все равно придется поднимать и заливать в середине, вернее, в самой бане
бетонную плиту. Что получилось по факту? Еще надо будет где-то на штык. Здесь, в принципе, будет достаточно, но тут были корни, поэтому я тут долго мучился и сразу, думаю, вырыл как надо. Вот они, всякие корни торчали, плюс ПГС. Вот это другая сторона, видно. Большие куски, где-то хорошо копается, где-то плохо, но в любом случае уже вечер, уже 7 часов вечера, и начинает одолевать мухи. Мухи, в принципе, ничего страшного, но уже пошли и комары. Поэтому, друзья, на сегодня это заканчивается. Завтра я обязательно докопаю, а послезавтра в субботу я буду уже заниматься дорогой, которую говорил вам ранее. Поэтому всем пока, спокойной ночи, вернее мне спокойной ночи, а вам буквально через мгновение будет продолжение. Погнали! Наступил следующий день, для вас это был буквально миг. За ночь ничего здесь не произошло, никто мне не копал. Я все-таки надеялся, что кто-нибудь приедет, возьмет лопату и покопает. Нет, такого не произошло, поэтому я продолжаю копать дальше. Смотрите, пишите комментарии, подписывайтесь, ну и присылайте донаты. Будем глубже и глубже копать. Хотите, второй фундамент выкопаем под вторую баню. Погнали! На сегодня все. Закончил работать. Время уже 8 часов. Пора уже в баню идти, правда, в общественную. Так, вырыл яму под фундамент. Диагонали все это ровно, контуры ровно, а вот по уровню чуть-чуть разные. Вот эта сторона получилась глубже. Все будем исправлять. То есть ту сторону буду немножко подкапывать сильнее, чтобы сравнять с этой. Ну, вот так получилось. Ничего страшного. Завтра буду доделывать. И потом буду подсыпать щебень. Кстати, завтра буду заниматься с утра и фундаментом, и дорогой. Это я вам уже говорил. Сейчас она имеет вот такой вид. Посмотрите. Вроде неплохо, но это на сухую. То есть сухая дорога, ровненькая, а завтра буду щебень возить. Так, и в ту сторону вот примерно вот так. Все это немножко изменим. Будет ровненько. Щебенка будет у нас фракция 20-40. Ну, а сейчас домой. А вам буквально моргнуть, и начнется следующий день. Фундамент полностью выкопан, как я планировал. Утрамбовали с сыном. Ходили здесь, наверное, кругов 40. Намотали по этим катакомбам. А теперь при помощи трактора будем делать подушку из щебня. Вон там немножко приготовили. И сейчас будем подсыпать вот сюда для дренажа.
Так, есть. Немножко надо будет растянуть мне это, но без проблем, я это сделаю. Переедем на другое место. Надо было табличку убрать, не предусмотрительный я. Ладно, сейчас уберу. Сейчас снимем эти кадры и уберу. Так, здесь тоже есть. Отлично. Подготовил две вот такие закладные. Это я буду под фундамент прятать коммуникации, то есть слив и подводку воды. А это у меня будет под кабель, электрокабель, который будет заходить в саму баню. Целую неделю не было погоды, шел дождь, а вчера даже шел снег. Земля вся сырая, кое-где земля обвалилась, фундамент. Ну, правда, немножко. Это ничего страшного, поправимо. Здесь еще обвалилось, тоже сейчас буду убирать. И в этом месте, где у меня будет септик, в районе септика, я сейчас под вот эту закладную буду здесь копать. Конечно, надо было это все раньше сделать, но лучше позже, чем никогда. То есть уберу отсюда щебень, подкопаю, спрячу эту закладную, потом сверху засыплю и сравняю, как было, чтобы можно было в дальнейшем просто убрать этот перешеек и подвести уже трубу, которая рабочая будет труба для отвода канализации, воды сточной, вот туда в септик.
Трубу под слив я закопал здесь. Только что это сделал. Поставил электроды, пометку, где если что копать, чтобы не забыть. А следующую трубу закладную я сделал уже здесь. Это будет подводка воды, потому что в углу здесь этой бани будет у меня душевая. Душевая, потом вход в парную через душевую. И дальше здесь я уже сделал закладную под электрокабель. Потому что поближе к столбу, скажем так, напрямую, можно было под фундаментом завести. И здесь уже будет туалет в этом углу.